Здравствуйте, друзья! Решил поехать в Веселый Кут. Это где-то 15-18 километров от Арциза. И уже с первых же километров встретился с сумасшедшим ветром. Велосипед просто сносит. На такой встречно-боковой. Не знаю, доберусь, нет. Назад, конечно, будет легче ехать, если он не поменяет свое направление. Между посадками деревьев меньше ветра, легче ехать. Так что вырубка — это плохо для полей. Выветривает все. К сожалению, тут присесть негде, как видите. Сегодня у нас где-то от 12 до 15 градусов. Как бы тепло. Добрался я до обозначения Веселый Кут. Сейчас хочу, не знаю, там несколько километров съездить в заброшенную воинскую часть, если мне позволят там заехать туда. С собой у меня ни Nikon, ни Canon, а сегодня у нас Olympus. Вот такой вот Olympus. Значит, вот это главный въезд в эту часть. Новогодний праздник снимал для детей. Свадьбу здесь снимал. Сейчас посмотрим, как он. Уже вижу, он слева дом разрушенный. На разборку, видимо. Так, ну что, вот один из досов, видимо, я так понимаю. Такое ужасное состояние. Там кто-то живет. Так, видимо, не дос еще. Не, вернее, это дос, наверное. Я просто уже не помню. Все так разобрано. Был я еще лет 20 назад, больше. Короче, в 90-х годах был. Ай, мой хороший, ай, мой хороший. Да, молодец. Ай, ты мой хороший. Ай, молодец. Ай, ты мой хороший. Ай, молодец. Ну, идем, мой хороший. Ай, ты мой хороший. Молодец. Сейчас мы спросимся разрешения. Ай, молодец. Так, тут замок висит. Разрешение не у кого спросить. Но здесь охрана есть 100%. Потому что водичка вон. Мыть руки, смотреть в зеркало. Я, конечно, в этой части не ходил так, как бы. Но кто служил, ребята, возможно, вы начнете узнавать что-то из этого. Свое здесь.
Что, сделаем кадрик? Интересно здесь. Видимо, писалось что-то. Интересно. Попробуем пройти дальше. Я уже не помню, где был клуб. Здесь, может быть, вот это он и был. Было в 90-х годах еще, когда я здесь был. Или это. Похоже, что... Не знаю, что это. Да, деревья уже поросли тут кругом. Мемориал 41-45. Надо его сфотографировать. Там аварийное состояние. Это, видимо, дом офицеров был, наверное, так понимаю. Что, заглянем внутрь. Ну, так красиво делали. Смотрите, лепка какая. Да. Ступенечки были колись. Ну, куда ж без звезды. Здесь, видимо, да, все-таки это был зал актовый. Здесь кино, наверное, крутили. Да, точно, вон. Вон, где кино крутили. Откуда? Потолок, конечно, аварийный. Так, здесь мы вспышечку включим все-таки. Ну и это ретро. Обязательно сниму. Посмотрите на эту красоту. Так, и без вспышки надо еще. Такое маленькое помещение. Стрёмная лестница. Не знаю, можно тут ходить, нельзя.
Не провалиться. Трещины кругом. Да, это было красиво. Старались какую-то воинскую часть вкус совокупить. Это казармы, я так понимаю. Скорее всего, казармы. Даже березка растет. Так, 5/7. 5/7 надпись. Но есть глазок, значит, это было охраняемо. Был когда-то глазок. Так, помещение большое. Это, видимо, спалка были. Здесь спальное помещение. Это плац. Здесь были всякие бытовки. Да, это, скорее всего, какая-то из рот здесь отдыхала. А может, даже две. Огнетушитель был когда-то. Ага. Вот это можно сфотографировать, в принципе. Ну, там, скорее всего, какие-то знамена были в конце. Как всегда. Так что, друзья, кто узнает свою часть, кто здесь служил, эти помещения еще с тех времен. Ага, точно, да. Это умывалка, туалет. Сержантская там в конце, как всегда, самая чистая и улыбалась. Да.
Даже крышка бачка смывного. О, круто. Вода залита. Второй этаж. Кто-то был на втором жил. Стремно, конечно, здесь ходить. Все тоже разобрано. Тут тоже, видимо, туалет, душевые. Все разобрано. Это вторые спальные помещения на второго этажа. Это, видимо, плац, как я понимаю. Можем за это не переживать. Дорожка какая-то сюда шла. Что это такое? Такой вот плац. Маршировали тут ребята. Десантники. А? Не, я не служил. Я служил далеко отсюда. Я шарцевский, поэтому. А я просто снимаю для ребят, которые здесь служили. А там что-то есть еще интересное, нет? Здесь склад ВДТ было. Я имею в виду, Парк. это плац, я так понял, правильно? Плац, Это штаб, да? да. Был. Нет, штаб возле. Так вы на КПП были? Был, да. Вот как А вот то есть сразу был штаб? Двухэтажное здание. Трехэтажное здание. А, сразу вот прямо вот была такая рамка такая, да? Да, вот А, я это все штаб. понял. С левой стороны здесь столовая. По этой стороне А это, да, я понял, напротив дома офицеров, да? дом, да. Все понял, хорошо. Здесь караульный городок. А, это караулка была, да? Караулка. Ага. Ну, я был в армии, служил, знаю. А вот здесь ракетчик. Сейчас мы пойдем, это, оказывается, это караульное помещение. А это медпункт. Такое впечатление, что здесь под землей что-то есть. Дырки. Велосипед упал. Так. Где тут у нас вход? Ага, вон вход. Так. Здесь все заросло. Вот вход в караульное помещение. Очень темно.
Сейчас я возьму фонарик. Сейчас жалею, что не взял с собой фотоаппарат большой. Ну, какой-нибудь, я имею в виду, с нормальными линзами, широкими. Так. Тут только можно догадываться, что здесь было. Где-то отдыхалка, где-то оружейка, где-то туалет. Может быть здесь. Вот там дырка. Так, это что? Ребят, напишите, что это такое. А, вот туалет. Туалет все-таки в конце. Подождите, может я ошибаюсь? Может быть здесь все-таки поможет какая-нибудь гауптвахта. Похоже, что там губа была. Потому что здесь более цивилизованно. Точно, точно. Здесь, видимо, столовка. Все, я там перепутал. То, видать, губа. Потому что здесь и плиточка есть, и так более цивилизованно. Здесь, наверное, оружейки были. Да, вот здесь был унитаз приличный. Это уже для караульных. Точно. Это был кухня, так я понимаю. А тут, может быть, столовка была. Дверь из кухни в столовку. А здесь были какие-то, видимо, оружейки. Оружейка и комната начальника караула. Ах, ребята, подскажите, что здесь реально было, потому что я запутался, если честно. Или все-таки вот эта столовка была? Тут же не поймешь, был и красный уголок. А мог быть, потому что караульное помещение, оно было такое, как сказать, автономное. На случай чего можно было закрыться там. Хороший, значит, арсенал боеприпасов был, чтобы хоть что-то как-то продержаться. Ну что, друзья, пойдем в медпункт, посмотрим, как там. Так, у нас здесь медпункт, караулка там. Такая дорожка, медпункт. И такие вот деревца. Был такой вход. Видимо, тут лавочки были когда-то. Кто немножко заболел по разным причинам, вы понимаете, о чем я, то могли здесь отдохнуть. Надписей непонятно. Дверь оббитая даже дермантином. А тут уже так все. Такие вот.
Дальше не пойду, потому что порежу ноги себе. Эту комнату сфотографирую. Жалко, не взял фотоаппарат. Так, ну что, друзья, не удалось мне дальше поснимать. Забыл я пленки. Закончилась пленка. Так что вот так сниму вам видео только. Все, мы находимся еще в медпункте. Переискал всю сумку, думал, может быть, лежит где-то заброшенная пленочка. Вот. Документация начальника аптеки. Прикольно. Даже был начальник аптеки. Второй этаж, посмотри, что там. Ну, конечно, тут и провода. Ничего нет. О, такая кроватная, большая. Такие процедурные. Извините, если неправильно называю. Птички летают. Отсюда мы видим дорога на Рутину в ту сторону. Ну, вид хороший из окна. Как для солдата, то вид хороший. Такая тонкая стена была, меньше 10 сантиметров, где-то 7. Так и больного додавить может. Так, это столовка, я так понимаю, потому что вот окно выдачи. Так я правильно понял. Дизайн такой, типа каминчик. Палаты были, короче, тут курили, наверное, ходили курить на балкончик. Там уже склады идут. Опасно, конечно, здесь ходить. В ночи пойдешь, ты упадешь. Ну, нету ни надписи, ничего. Конечно, тут уже, значит, все такое. Представляете, я запутался, где выход. Сюда, наверное. Подождите, чего не понял. Вот он выход. Так, ну что, еще объеду, справедливости ради, заеду еще в казарму другую, которая напротив. И хочу еще в столовую, но там столовая, по-моему, закрыта. Так, это черный выход медчасти. Пожарная лестница и уличный туалет. Здесь непонятно, что было, что-то крытое. Тут мы были, тут мы не были. Что интересно, выходы
не напротив друг друга, потому что проект был один. Поэтому как бы выход не смотрит на выход. Ой, тут вообще не пройти, не проехать. Не пройти, не проехать наверх. Ну, тут даже стекла есть еще. О, умывальники. Вы представляете? Тут даже документы остались. Журнал обліку занять на зборах офіцерів. Управління частиною А0242. Вот так называлась частина при Украине. Это документы. Конечно, ценности в них 0, но тем не менее. Что тут еще? Фильтр-поглотитель. ...380 вольт. Это красный уголок, я так понимаю. Так он назывался. Это, наверное, какая-нибудь коптерка. Может и нет, может быть раздевалка. Хотя у нас раздевалки были прямо в помещении спальном с этой стороны. Спальное помещение, плац и второе спальное. Кто-то узнает. Это находится, если по централке ехать, то с левой стороны. Так что кто здесь провел свои ночи спокойные и неспокойные, вы знаете, о чем я. Да. Ой, конечно, все очень опасно. Пройдем ради вас, ребята, кто здесь служил. Такая вот дверь. Тоже дерево растет, видите. А реально, что ли? Точно. Прикиньте, дерево растет на втором этаже. Так, это тут тоже более так, еще стекла остались. Умывалка. То у нас дом офицеров, так я понимаю, отсюда. Да.
Какая-то дверь. Могла быть коптерка. Это именно вот это. Или начальник, этот в смысле, какой-то из рода. Так, ну все, спускаюсь я. Там централка и выход из части основной. Видимо, туалет уличный. Общий. Так, ну все, вернулись мы оттуда, туда, откуда начинали. И всё. Как бы по гражданскому дом культуры, дом офицеров по военному. Конечно, все заросло. Думаешь, как было когда-то. Ну понятно, все. Природа берет свое. Что, пойдем еще? Ребята, за тряску прошу прощения, стабилизации нет. Возможно, когда-нибудь куплю себе другую камеру по стабилизации. Невозможно, а возьму, конечно. Но пока так. Такое какое-то интересное здание было. Тир, наверное. Похоже на тир. Хотя ничего такого не видно. Ну, похоже на стрелковый тир. Тоже, наверное, ошибаюсь, но подскажите, ребята, кто тут служил? Уж такое невысокое здание, похоже на тир. Обычно. Так, стекла здесь. А, вот спортзал. Пленки нет, жаль. Ну, даже канат остался. Ну, представляете, ребята, я сюда обязательно еще раз приеду и сфотографирую. Не, там, наверное, не тир был, там какие-то раздевалки были. Может быть. Вот такие вот. Прикольно. Возле дома культуры, грубо говоря, дома офицеров. Вот этот канат, ребята, вот прикасаюсь к истории. Вы по нему лазили, я уверен. Вы по нему лазили. Так, или здесь раздевалочка. Да, вот вход был. А то какое-то дополнительное помещение. Похоже, что тир стрелковый. Потому что стрелять надо было где-то тренироваться. Да, вот у нас выход.
Усик. Видимо, какой-то из спортсменов. Тренировки, ну такой весь. Так, там второй этаж. Была лестничка. Уже нету. Вот такой у вас зал был здесь. Спортивный. Люблю спортивные залы. Так, ну что, друзья, вышел я в чистое поле. Там забор, но, как говорят, в каждом заборе есть дыра. Поэтому пойду искать. Есть дыра. Я ее нашел. Почему так много здесь? Главное, спросите разрешение и можете ходить фотографировать. Там трехэтажное здание такое. Туда я не поднимался. Это вот как раз вот там вот. Это самое начало части. А там были досы, где жили семьи офицеров. Мне надо возвращаться домой. Стало холодно. Ветер вроде бы задний. Нет, больше боковой, чуть-чуть задний. Посмотрим, может быть. Холодновато стало. Ну что, друзья, практически доехал уже до Арциза. Назад было проще ехать, но в то же время уже устал. Ветер поддувал, конечно, сзади немножко, но сильно устал уже. А вы подписывайтесь, друзья, не забывайте. Возможно, лайки там и все такое. Мы в следующий раз уже встретимся с вами где-нибудь в новом месте.